что, мы должны с тобой обсудить, с вами должны ребята поговорить по поводу победы в Китае и вообще, что произошло. Китай мы выиграли, как вы знаете, да, замечательное начало. Но на самом деле никто не знал, и мы тоже не догадывались, что мы выиграем этот турнир. Хотя, конечно, было огромное желание победить, все это дело было, но были определенные проблемы. Когда мы прилетели в Китай, у нас был первый матч с командой Vici Gaming. Она достаточно сильная в Китае, она обыгрывала неплохие команды уже там, и сражалась с топовыми командами. Но мы проиграли 0-2. То есть вообще без шансов, причем они нас разорвали. Честно сказать, в этот момент в команде присутствовала определенная такая вот атмосфера. Был негатив. Опыт уже говорит о том, что нужно постоянно работать, прогрессировать во время турнира. То есть нет команды, я считаю, которая приедет на турнир и она выиграет его, не работая во время турнира, не прогрессируя, не тренируя стрельбу, не тренируя командные фишки, не изучая соперника. То есть я такое редко встречал. Это когда команда должна уже приехать на турнир, она уже настолько выше всех остальных команд на голову, что на 2 головы, что ей ничего делать не надо, и просто можно играть и всех обыгрывать. То есть здесь, конечно, такой ситуации не было, потому что помимо того, что мы проиграли просто команде из Китая, и все прекрасно понимают, что это далеко не претендент на победу и даже там на какой-нибудь полуфинал. Вот. А мы, команда Na'Vi, были перед этим турниром, букмекеры нас ставили первыми. Мы, конечно же, должны были вроде как бы по букмекерским расчетам минимально выходить там в полуфинал, а мы проиграли команде, то есть аутсайдерам, и, конечно, это был определенный шок для команды, даже не для болельщиков. И мы справлялись с этим, то есть были определенные, проходили тренинги, обсуждали много разных моментов, то есть что сделать для того, чтобы улучшить ситуацию и пойти дальше. Привет, друзья! Как вы догадались, находимся в самолете, летим сейчас в Стамбул, в Турцию, оттуда мы летим в Шанхай. 12 часов мы будем пересаживаться. Такое решение было принято, потому что других лучше рейсов не нашлось. Летим в бизнес-классе. С нами рядом находится Иван Сухарев, который читает книжечку. По правую часть меня находится известный великий писатель Михаил Благин Дайкири. Дань, кинь книгу почитать. Да. Хочешь почитать? Можно мне ее почитать? Я как раз ее почитаю, пока... Сейчас могу тебя скинуть. Хочешь? Скинь мне свой mail сейчас на... Mail скинь мне. Mail. E-mail. Да, то неудобно, люди ходят. E-mail скинь. Ночная бабочка. Буквально еще дней 5 назад у меня было более какое-то такое позитивное настроение с точки зрения нашей подготовки, потому что как-то мы играли получше. Последние дни что-то, не знаю, либо ребята все устали, как-то оператора я не беру по просьбе команды. Команда мне сказала о том, что она не хочет, чтобы был оператор, потому что ее это все напрягает, хочет сконцентрироваться команда на игре и на результате, и на чемпионате вот предстоящем. У нас, ребята, турнир будет сейчас в Шанхае, после Шанхая мы летим, сразу из Шанхая летим в Майами на Blast, и потом уже обратно. Будем снимать видосы и держать вас в курсе дела, так что работали над 2 направлениями. Это психология, что типа настраивали на позитив постоянно, на то, что ничего страшного, и не с такой жопы выбирались, типа все будет нормально, давайте дальше тренироваться. Ну и второе, это над Counter-Strike. Конечно, над отношениями, чтобы в команде были нормальные отношения, потому что, как я уже сказал в обучающих видео, что коммуникация это одно из самых важных вещей в Counter-Strike. Если у тебя хреновая коммуникация, это ребята настроятся на человеческом факторе, на отношениях друг к другу. Я понимал, что если у нас будет сейчас дерьмовые отношения, если кто-то будет на кого-то обижаться или что-то будет какая-то, не знаю, неприязнь, то мы не сможем нормально играть, не будет тимплея, ни как командного, ни как ни парного, ничего не будет. И мы над этим, конечно, работали. Следующий момент это, конечно, КС. Понятно, что есть какие-то вне вещи, которые не связаны с Counter-Strike, из-за которых мы плохо играем. Но в первую очередь, конечно, это Counter-Strike, и мы не чувствовали игру. Не знаю, мы очень такая специфическая команда, которая должна, вот я так часто говорю в интервью, там, мы должны поймать волну, там, или там завестись. Я говорю, потому что я реально знаю, что одна команда может сесть и просто обыграть любую команду мира,
и мы это делали, да, и просто идет какая-то энергетика, синергия, да, появляется, все, короче, хлопают друг другу, все чувствуют, ну, просто кайфовый КС, в котором, ну, офигенный тимплей, и все получается, и бывает тоже периодически команды, которые садятся, вроде мы там отбиваем пятерки, мы настраиваемся, мы кричим клич, мы все делаем для того, чтобы быть вот такой командой, но мы садимся и просто мы не чувствуем игру, мы не можем друг другу дать какую-то флешку, мы наоборот флешим себя, мы херово стреляем, мы не хелпаем, то есть, ну, вообще полная дичь, хотя ничего как бы к этому не вело, да, то есть вроде как все должно было быть нормально. Друзья, мы уже в Туркиш, Истамбул. У нас бизнес, мы можем прийти в бизнес-лаунж. Говорят, что просто нереальный какой-то. Мы его поснимаем и посмотрим, насколько он крутой. Ага, вот здесь мы, значит, оставим свой багаж, да? Отлично. Очень так даже неплохо. Давай кинем сумочку. Как это работает? Ребята, ну вы гоните, что ли? Привет! Здесь можно получить Wi-Fi. Для того, чтобы Wi-Fi не получил, ребята, кто-то левый, надо подсунуть сюда билет, сканировать его, и тебе дадут код. Понял ты? Кстати, а где туалет? Это что такое? Душевые, если вы хотите. А в туалете? Я пока в душ не хочу, Миш. В душ я не хочу. Можно поесть маслины. Это все, что здесь есть. Сладости. Это же вообще вкусно. Как пахнет. Слышишь, как пахнет? Я могу сказать, что когда ты работаешь командой много в КС, вместе, то есть даже вот когда у тебя вот сложный период, когда у тебя ничего не получается, ты не чувствуешь игру, тебя давят соперники, только работа вот такая вот вымеренная и вот постоянная, вот такая вот, то есть когда ты все время обсуждаешь что-то, договариваешься, ищешь игру, все время улучшаешься, только вот так вот ты можешь вот так вот, если ты попал в эту яму, из нее выйти и пойти вперед. Мы это и делали в Китае, и мы выбирали эти жопы, потому что мы реально проиграли слабой команде. На самом деле, по большому счету, то есть это потенциальная команда, китайская Вичи, но в данный момент она не топовая. Дальше мы выиграли одну игру, как-то выиграли другую игру. И постепенно начали чувствовать, начало появляться вот это вот состояние, когда все друг за друга, хелпа, прям наоборот, вот жесткость появляется, и индивидуалка включается, все. Для меня, честно говоря, был показательным, очень важный матч был с командой Энс. Это была карта Инферно, вторая, мы первую карту проиграли на трене, почему-то у меня вообще игра не шла. С возрастом просто проблема в том, что когда тебе там 20 до 25 лет, скажем так, то ты можешь летать на 3-4 даже турнира в месяц. Спать очень тяжело, то есть ты засыпаешь совсем в другое время. Одна вот эта деталь, вот этот вот момент со сном, он может тебя просто в нужный момент выключить. То есть ты сидишь, играешь, и эта концентрация максимальная, она просто теряется. Ты не можешь убить, ты не можешь прокоординировать. Вот приходится умываться холодной водой, пить энергетики какие-то, кофе, я не знаю. Любые способы, которые могут тебя обратно вернуть и дать тебе энергии. Естественно, питание должно быть, безусловно, правильным и так далее. В этой игре Sense, вот я помню, что на трене я реально не понимал, что происходит, они давить начали, было какое-то давление, мы все накрутили, что эта команда, нас она обыграла на мейджоре, короче, вот это чувствовалось. И вторая карта Инферно, мы проиграли с ЗКТ, ужасно сыграли 6-9, потом взяли вроде пистолет и проиграли несколько раундов, и уже все, уже они начали нас давить, и мы уже должны были сливать и вылетать с этого турнира, никакого первого места. Но клатч Симпла, где он сделал эйс АВП, я думаю, многие видели. 14 seconds, they've got to get out. Simple gets only one in return. Jumps up and somehow finds Sergey, but he hasn't found the bomb. He will now. And he goes away from default because he doesn't want to get naded. He also knows there's a flank, and he also knows he needs to. He gets the first one. He's got a chance. He knows Alu's up close, and he sneaks around. Oh, that's what... Я сказал после игры Сане, что если бы не этот клатч, наверное, мы проиграли. У нас при этом была не лучшая атмосфера во время
всей игры с ними на Инферно. Но мы взяли этот клатч, как-то взбодрились. Так что, ребят, вот могу сказать командам, что вы можете много тренироваться, много работать, а в какой-то момент по итогу один чувак может вот вытащить важный клатч, и за счет этого вы можете просто победить. И также можете проиграть, если против вас может вот кто-то что-то сотворить, определенное чудо. Команда может поплыть, для этого нужны, почему все набирают сейчас профессиональных психологов, потому что команда должна быть очень устойчива морально, психологически, чтобы он не выключился, не расстроился, а наоборот еще жестче взялся. Ты так близко Бальзамовые женщины, вы где? Я просто знаю, что ты по ней специализируешься. Бальзамовые женщины. Женщины из бальзама. Вообще мы ищем выход отсюда. Мы хотим... Так а куда ты собрался выходить? Ну не исполняй. А там же можно массаж сделать, ребят. Идемте. Массаж это то, что надо. Миша, тебя сейчас арестуют. Ваня, ты куда ты его повел? Кстати, приобрел себе машину, мы не знаем. Расскажи, что за автомобиль? Скажи, давай только честно, сколько раз ты был на занятиях с водителем? Не знаю, я всегда, когда садился на занятиях с инструктором, я очень переживал. Были какие-то косяки, инструктор говорил, блин. А если ты так будешь посещать проктолога? Я каждый раз переживал. Я ходил к нему годами. Он все щупал и щупал. 16 раз я был по 1,5 часа. Кто-то из вас был 16 раз на занятиях? Я посмотрел на тебя. Бумер решил Короче, взять? Бумер очень круто смотрится. И бумер это ж машина для водителя. Хотя в таком прикиде, Михаил, мне кажется, вам нужен Мерседес. Когда мы выиграли эту карту, следующая карта была оверпас, появилась уверенность, вышли в полуфинал. И вот в этот же день мы играли игру с Renegades, тоже Best of 3, то есть получается, что мы сыграли с ними еще 3 карты с Renegades. Мы первую выиграли, второй, это был полуфинал, и третья карта, Train. И я могу сказать, что для меня, мы понимаем, да, то есть если во второй карте с Энс было какое-то сонное состояние, потом вроде ты как бы собрался, у тебя появилась энергия, мы выиграли первую карту уверенно Renegades, потом проиграли, тут третья карта, я просто чувствую, что определенный пиздец присутствует, опять-таки умылся, кофе, ну и было тяжело, но играли командой и двигались вместе, и могу сказать, что когда мы понимаем, что если ты, как бы у тебя не идет игра, но ты делаешь командную работу, да, максимум, пускай ты не убиваешь, то ты даешь нужную информацию, ты тормозишь гранатами, ты зовешь хелпу, чтобы она тебе помогла, в нужный момент какой-то делаешь важный килл, то вот эта командная в целом работа, она и приносит результат. Взяли тачку и едем кататься. Приехали, погода шикарная, вообще все классно. И вот тут большие построения. Представляешь, здесь вот жил султан? Пожалуйста, проходите. Говорят только Благина. Позовите, и тогда будут разговаривать. Миша, Со мной даже не стали. Подойди, слышишь? Скажи, здравствуйте, это я. В смысле, кто это? Ну, это я, Михаил. И так, маячим, знаешь, типа. Не пустили, пошли дальше. Вот туда уже, София. Мы реально в тех играх, я считаю, были команды настоящие, и поэтому победили и вышли в финал. Вот. Ну а в финале нас ждала команда Fnatic. Эта команда, конечно же, скилловая, но мы против нее сели очень уверенно, заряжены. Мы считали, что мы заслужим больше этого первого места. Мы уже очень много проиграли финалов, очень дофига проделали работы, чтобы мы просто психологически не готовы были не отдавать вообще даже ни карты. Мы их 3-0 Best of 5 закрыли. Вот прямо вот так вот уверенно. Выиграли этот турнир. Классная была победа. Мы, получается, этим составом выиграли. Это был, по-моему, 6-й турнир наш. 6 кубков. Первый, конечно, маленький был, но тем не менее 6 кубков мы заработали, чему мы очень рады. Эти кубки уже стоят в Киеве. 1453 года. Нет, 537 года построен храм. Ага. Первый президент наш Мустафа Кемал Ататюрк открывает как музей. В каком году? 1857 года. Идемте. Я хочу поснимать, тут так красиво. Я мозаику Да. буду рассказать. Да. Мозаика 10 века Дева Мария, младенец Иисус Христа, не имеет значения, мы в какую сторону смотрим. Дева Мария сразу в наши глаза смотрит. Архангел Гавриил, который держит на руках. Это место называется Михрабнача. Она показывает на восток. Обычно мусульмане, когда молимся по высокому веку. О, смотри, гриб ядерного взрыва. Это какого года? 6 века. И там уже 7 ядерный взрыв показан. Да. Говорят, что это все привезли из космоса, нам подкинули технологии. Из космоса привезли. А откуда знали уже люди про вот эти ядерные взрывы? Ну, природа. Это природа сама сделала? Конечно. Конечно, удивляет вообще. Город Константинополь, когда основался во время императора Константин Великий, основали. Сил
сильная религиозная женщина была, привезли здесь священник. Вот одна из этих реликвий — это рука Да. из Иерусалима? Да. Из Божьего храма? Круто. Сколько стоила она, интересно? Или она договорилась? Не знаю. Подруги. Не отвечает Прикинь, она. там. А евреи дешево не продали. Ай, ребята. Многие спрашивают, многие говорят о том, что вот вы же там, наверное, гуляете, тусите, когда вы приезжаете, классно, путешествуете по всему миру. Честно, если ты приезжаешь с мыслью победить на турнире, то у тебя времени практически не остается на какие-то тусовки, на посмотреть даже там город, ну, очень мало. Ну, единственное, что если ты с первого места выйдешь из группы, у тебя там будет, как у нас было, там несколько дней, то можно успеть. Но так у тебя должен быть всегда фокус на команде, фокус на игре, и ты даже в свободное время должен что-то тренировать, практиковать. Мы, в принципе, этим и занимались. На самом деле мы почти не гуляли, вот, поэтому рассказывать про какие-то прекрасные места Шанхая нет смысла. Есть YouTube, там все присутствует. Да. Ого, так ставишь и... А, и это... Я загадал желание, чтобы у тебя Я не смогу? получилось. А ну поснимайте меня. Оно сбылось. Крути, давай. Крути. Переходи. Молодец. Изначально свастика, она была... Это хороший символ был? Бесконечно сбылось. Бесконечно. Бесконечно власть. Это сила, типа, да? Да. Поэтому, наверное, Гитлер оттуда взял, да, наверное? Хитлер свастика совсем другой получается. Принцип такой же был, да. Но он тоже хотел как бесконечность. Да. Вот эти ворота от 2 века до До нашей нашей эры. эры, да. Из чего? Бронз. Бронзы. А это что такое? Фонтан, она служит для омовления. Мусульмане пред молитву надо руки умывать, лицо, уста. Я понял. Ноги, и так можно попасть в мечети. Мы пришли на большой рынок, купили очки. Хорошо, братан, хорошо. Что? Ну все хорошо. Машину я хочу заснять, какого цвета? Вот такого. 360 for what, right? 360 restaurant. А ты подумал прайс? Hey, bro. Hi, my name Hakan. I'm taxi driver in Istanbul. Nice, it's good. We're from Ukraine. Yeah, really? Yeah, really. I like Ukrainian lady. Lady? Yes. Ну хорошо. So, what do you want? Restaurant? 360. 360. Я хочу тебя на 360. Another place? Okay, but you Вы want не it? соображать сейчас. Так что, какой вывод подытожить? Ну, подытожу, что можно начать плохо, не всегда это плохо. Можно реально перезагрузиться, и я этому учу свою команду. Я всегда ей говорю, ребят, что ничего страшного, если мы сейчас проиграли, может быть, для нас это нужен проигрыш, чтобы потом стать сильнее. А вот те, кто нас обыграли, бывает, наоборот, расслабляются и думают, мы слабы. Поэтому обязательно не падайте духом до конца, идите вперед. Казалось бы, вот ты проигрываешь какой-то вообще слабейшей команды, а потом видишь, что турнир, где очень много топовых команд. Поэтому как бы верьте всегда в свои силы. Вот. Ну и, конечно, советую командам либо брать психолога, либо как минимум заводить вот такие разговоры, больше общаться. И, конечно, очень важно знать, что делать в таких ситуациях. Мы проделали большую работу на самом деле командой. Не всегда у нас это получается, но реально бывают ситуации, в которых я знаю, что молодые растерялись, а мы как-то вспоминаем вот эти тренинги, и они помогают. Поэтому развивайтесь, ребята. Мы будем вам постепенно давать какую-то информацию, какие-то знания. Надеюсь, они вам будут помогать. Движемся вперед за победами.